Дорогие друзья, сегодня у нас финальный обзор нашего последнего объекта, жилой комплекс Лукоморье, точнее жилой коттеджный поселок элитный Лукоморье, метро Коммунарка. Значит, напомню, в гостевом доме мы делали два туалета. Первый туалет мы показывали в предыдущем обзоре, соответственно сейчас покажем, что у нас получилось со вторым туалетом. Итак, я напомню. В данном туалете производился капитальный ремонт. Соответственно, демонтировался пол, который был сделан паркетной доской. Далее наливались наливные полы по полу. Далее гидроизоляция флэхэндикт. И после этого клали плитку. Демонтировалась тумба. И, соответственно, помимо этого ремонтировался дивертор. Для этого сбивалась здесь мозаика. После этого вклеивалась обратно. Это сделано было достаточно аккуратно. Помимо этого менялась инсталляция и менялся унитаз. Имелись протечки, то есть проблемы сантехнического характера за стеной. Ставилась новая инсталляция фирмы Tesla. Мы варили даже сварные рамы боковые для того, чтобы закрепить ее должным образом. Соответственно, после этого обшивалась стена гипсоволокнистой плитой. И, соответственно, грунтовалась, красилась примерно в цвет всей остальной стены. Как вы видите, туалет, в принципе, сейчас уже выглядит законченно, завершенно. Значит, соответственно, после укладки плитки у нас осталось от базового уровня плинтуса примерно 2 сантиметра шов, зазор между полом и плинтусом МДФ. Его мы заполняли монтажной пеной, после этого шпаклевали акриловым герметиком, после этого красили черной краской, как вы видите. Вот. Также был установлен дверной упор. Соответственно, как раковина, я думаю, видно подробно, так и унитаз смонтированы, соответственно, все промазано герметиком, отрегулировано сиденье с микролифтом, выставлено до миллиметра. В целом работа по данному туалету закончена. И в ближайшее время мы перейдем ко второму, следующему этапу. Это, соответственно, мы будем заниматься ремонтом вентиляции, которая в данном гостевом доме площадью 600 квадратных метров, 4 этажа, включая подвал, то есть 4 по 150, выполнена в виде приточно-вытяжной вентиляции с подогревом. То есть воздушное отопление, никаких радиаторов отопления во всем доме нет. И